Цветной HD-дисплей на 1,91 дюйма, блокировка при снятии запястья, настраиваемые циферблаты, поддержка более 100 стильных циферблатов, контроль здоровья весь день с мониторингом пульса, разумеется, SPO2, уровня стресса и сна, звонки по Bluetooth, IP68 защита от влаги и пыли, поддержка 127 режимов тренировок, время автономной работы до 9 суток на одном заряде аккумулятора. Обо всем этом нам обещает сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Halo RS4 Max. Но как на самом деле дела обстоят у этой модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в неплохой упаковке. На ней есть изображение и краткая характеристика модели. Упаковано все неплохо. В комплекте у нас сами смарт-часы, краткое руководство и зарядное устройство с пинами. Вес устройства вы можете наблюдать на экране, а габариты составляют 48 на 39 на 11 мм. Далее 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео не забудьте подписаться с колоколом. Перейдем же к часам. Halo RS4 Max можно приобрести в черной и серой расцветке корпуса. Средняя рама устройства выполнена из металла, а тыльная часть из матового пластика. Экран имеет слегка закругленные края, но он не полностью плоский. Собраны смарт-часы хорошо, но корпус марки. Что касается дизайна смарт-часов, то выглядят они аккуратно, но при этом дизайн обыкновенный. Ремешок быстросъемный со стандартным креплением. Магнитная застежка, в целом ремешок удобный и по качеству он неплохой. Сами смарт-часы при носке практически не ощущаются, во время сна дискомфорта я не обнаружил и запястье под ремешком не потеет. Смотрится данная модель хорошо как на мужской, так и на женской руке из-за относительно небольших габаритов. На корпусе смарт-часов расположили динамик, микрофон, магнитную область с контактами для зарядки, датчики мониторинга здоровья и одну механическую кнопку. Отвечает кнопка за переход к меню и возврат. А зажатием можно перейти во вкладку включения-выключения устройства. Функции прокрутки нет, да и переназначить команды нельзя, но кнопка практически не имеет люфта. Летим дальше. Оснащены смарт-часы с ЖК-дисплеем на 1,91 дюйма с разрешением 320 на 380 пикселей. Рамки у экрана небольшие, но подбородок в наличии. Хоть и во время использования смарт-часов он не особо заметный. Скроллинг не совсем плавный, но в целом перемещаться по интерфейсу удобно, хоть и микрофризы изредка проскакивают. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт читабельный, перевод неплохой. Экран яркий, по моим замерам он выдает хорошие для IPS 700 люксов. Автоматической регулировки яркости на борту нет, автовыключение экрана максимум можно настроить до 30 секунд. В настройках можно изменить стиль меню, включить-выключить такие функции, как режим не беспокоить, режим в театре, функцию для блокировки смарт-часов при снятии их с запястья. Также можно настроить панель быстрого доступа и изменить способ ношения смарт-часов. Функция для включения экрана поднятием запястья срабатывает очень плохо, плюс активировать экран тапом нельзя. Как и нельзя выключить его, накрыв ладонью. За это тоже отдельных 2 минуса. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, в которой можно найти регулировку яркости, включение различных режимов, фонарик, переход к настройкам и не только. Свайп снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Сортировать меню и персонализировать виджеты возможности нет. В меню из интересного мы имеем настройки, уведомления, калькулятор, дыхательные тренировки, измерение уровня стресса. Также смарт-часы могут измерять пульс и SPO2. Все эти показатели могут измеряться как в автомате, так и вручную. Мониторинг сна на борту, он показал неплохой результат. Сон мониторят смарт-часы в целом корректно, но небольшое отклонение фиксации фаз сна есть. Пульс и SPO2 у воздуха смарт-часы не считывают хорошо, но на руке результаты измерений не всегда верны, особенно во время активности. Графики измерения на смарт-часах отображаются, а настроить мониторинг можно через фирменное приложение. Я не советую опираться на данные, полученные вследствие измерения с помощью этой модели. Возвращаемся к меню. В нем также есть телефон с набором номера, недавними звонками, включением-выключением Bluetooth для звонков и избранными контактами, которые можно добавить через приложение. Далее можно заметить погоду с прогнозом на несколько дней, активность, женское здоровье, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме. Будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, записи тренировок и сами тренировки. На борту нет отслеживания плавания, да и GPS-навигацию смарт-часы не поддерживают. Настроек для тренировок мало, но они есть. Ко всему есть автоматическое распознавание ходьбы и бега. Тренировка не может работать в фоновом режиме, но во время тренировки можно пользоваться плеером. Последнее, что есть в меню, это музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить что-либо на смарт-часы нельзя. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, подключить внешние Bluetooth устройства возможности нет, как и подключение смарт-часов к Wi-Fi невозможно, к сожалению. Встроенного NFC модуля также не завезли. Смарт-часы используют функцию Bluetooth вызовов, звонить с часов можно.
можно. Микрофоны отрабатывают неплохо, я бы сказал, что, учитывая стоимость, адекватно. В целом динамик также хорош. Уведомления приходят практически моментально, иконки отображаются, а вот смайлики нет. Отвечать на уведомления возможности нет, как и просматривать фото и видео и длинный текст. Далее, емкость аккумулятора 270 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут, время автономной работы в стандартном сценарии использования с постоянным мониторингом пульса SPO2 и уровня стресса Bluetooth звонками по моим тестам около 7 суток. Далее, водонепроницаемость IP68, разумеется, я протестировал их на водонепроницаемость, окунув в проточную воду. Мой экземпляр, ура, остался жив. Не советую ходить со смарт-часами или любой другой техникой в баню, купаться в горячей воде или купаться в соленой, опять же, воде. Может быть, вам повезет, у вас она прослужит очень долго, а может быть нет. Лучше перестраховаться. Halo RS4 Max работают в паре с приложением Halo Fun. Приложение переведено на русский язык. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья. Вторая вкладка предназначена для тренировок. Третья вкладка — это подключенное устройство с профилем. На главной странице со смарт-часами мы видим заряд в процентах, магазин с циферблатами, которых не особо много, но можно установить любую фотографию на заставку, за что плюс. Далее в приложении можно обнаружить возможность настроить мониторинг здоровья, воспользоваться стандартными настройками смарт-часов, настроить напоминания и обновить прошивку. У меня обновления уже прилетали. Минусы: нет дополнительной вспомогательной функции в ПО, нет GPS, не отображаются смайлики и иконки, нет заготовок для ответов. Вспоминаем Mi Band 8, в которых это дело есть, а это браслет. Функция для активации экрана при повороте запястья работает очень плохо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Там как раз я скидывал когда-то Poco M6 Pro за 12 тысяч, Poco X6 за 18 и Poco X6 Pro за 24. Где эти времена? Где этот курс, да? Но, возможно, на следующий сейл так и будет. Резюмирую. Умные часы Halo RS4 Max, что-то наподобие Halo Solar Plus, только в прямоугольном форм-факторе. В принципе, ПО тоже. Не скажу, что я прям в восторге от этой модели, но учитывая стоимость, даже в middle sale без распродаж, от меня девайсу да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.